В один из обычных вечеров я выгуливала свою собаку, у меня такса. Наш путь пролегал мимо заброшенного здания, возле которого я увидела привязанную овчарку. Собака не выглядела встревоженной и несчастной. В тот момент я была уверена, что у нее есть хозяин, который отлучился ненадолго в магазин, находящийся в нескольких минутах от того места. Поэтому я со спокойной душой прошла мимо. Но следующим утром, на прогулке с собакой, я снова увидела овчарку на том же месте. Только сегодня она уже жалобно скулила. Это ясно говорило о том, что животное просто бросили на улице. Отложив все свои важные дела, я побежала домой за кормом и водой для бедного животного. Но когда я поставила перед ней миску, я обратила внимание, что она постоянно смотрит в другую сторону. Я поняла, что собака ничего не видит. От жалости к бедному живому существу и отчаяния я не смогла сдержать слез. В этот момент мимо проходила пожилая женщина и, увидев меня всю в слезах, спросила о случившемся. И когда я рассказала о брошенной слепой овчарке, бабушка побледнела. Оказывается, она знает ее хозяев. Вчера они переехали на постоянное место жительства в другой город и, получается, бросили своего питомца погибать. А когда я попыталась погладить собаку, она сразу же съежилась и стала агрессивной. Дина, так звали овчарку, была преданным питомцем и не признавала чужих. Она все еще ждала, что за ней придут. Женщина заплакала от безысходности. Я позвонила знакомым волонтерам, которые пообещали приехать на место в ближайший час и попросили нас не оставлять животное одного. Я решила поговорить с Динной, пытаясь ей объяснить, что предательство одного человека еще не означает, что все окружающие нас люди поступают точно так же. После моих слов Дина подошла ко мне и лизнула мою руку, как будто поняла, что я ей говорю. После этого я придвинула к ней еду, но она так и не притронулась к ней. Когда на место приехали спасатели, овчарка уже разрешала мне ее гладить, крепко прижавшись к моим ногам. Я понимала, что вероятнее всего овчарку усыпят, поэтому передумала отдавать ее в приют для животных. Извинившись перед волонтерами, я повела Дину к себе домой, несмотря на то, что жила вместе со своими родителями. После случившегося я уже не могла ее бросить. К счастью, мои родители меня поддержали. А через 2 месяца моя такса и овчарка стали лучшими друзьями. Они постоянно играют друг с другом в догонялки, сбивая все на своем пути. Несмотря на свою слепоту, Дина с легкостью стала еще одним любимым питомцем в нашей семье. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!